Всем привет! Мы в Альденизе. В этом видео мы покажем лучшие пляжи, лучшие места и всю красоту данного региона. Мы увидим голубую лагуну, пляж Кедрак, пляж Кабак, заброшенную деревню Каикой, долину бабочек, Дальян, ликийские гробницы и много всего другого. Первое, что мы решили сделать, это приехать в город-призрак Каикой, после уже пройти пешком до Альдениза, прямиком до нашего отеля. Кстати говоря, отрезок пути, по которому мы будем идти, относится к Ликийской тропе. Недалеко от Фетхи Альдениза, затерян в горах и во времени, стоит необычный город-призрак Каикой, который около 100 лет назад покинули все его жители. Природа активно берет свое, прорастает сквозь стены и камни и вносит позитивные нотки в общую атмосферу покинутого города. Мы сейчас в самом центре деревни Каикой, или как ее называют местные Кая Вилледж. И это лишь начало нашего пути, так как мы еще собираемся пройти по Ликийской тропе. Это приблизительно 6 километров. И приятным бонусом в конце всего нашего сложного пути будет купание в голубой лагуне бухты Альдениз. Когда-то здесь жили люди в красивых каменных домах, расположенных на склонах холмов таким образом, чтобы не заслонять друг другу солнце и вид на долину. Его жители были профессиональными мастерами, каменщиками и гончарами. По соглашению в конце Первой мировой войны греки, жившие на территории Турции, должны были эмигрировать в Грецию, а турки из Фракии должны были вернуться на родные земли. Завершающую роль в превращении города в руины сыграло землетрясение 1953 года. Сама деревня насчитывает где-то около 3500 домов, включая школы, несколько церквей. Удается даже кое-где рассмотреть былую краску такой голубоватого цвета. Очень интересно представить, как же это все выглядело в самом начале, несколько веков назад. Деревня Каикой позади, впереди Ликийская тропа. Тропа не является каким-то древним путем, просто проложена по одним из самых красивых мест этих краев, вдоль живописных скал, лазурных пляжей и руин. Весь маршрут отмечен маркерами определенного цвета. Отметки стоят довольно часто и хорошо видны, но изредка попадаются места с более редкой разметкой, что может сбить с пути. Добрались до первой смотровой. Это одно из лучших мест Ликийской тропы. Половина пути уже позади, впереди ждет небольшой ровный участок тропы.
и дальше начинается спуск к побережью бухты. Наконец-то мы дошли. Но, к сожалению, место, где мы обычно купаемся, вон под тем деревом, заняли корабли, так как сегодня море штормит, хотя по бухте этого не видно. Вот, поэтому сегодня пойдем чуть дальше на пляж, чтобы искупаться после Ликийской тропы. Так как мы все в пыли, все в грязи, и в таком виде в отель возвращаться нельзя. Недалеко от пляжа в Ледунизе отходит маршрутка до кабака. Отправляется каждый час, проезжая мимо пляжа Кедрак и деревни Фарали. Направляемся сначала в деревню, чтобы с большой высоты посмотреть на каньон. Итак, мы приехали на смотровую площадку долины Бабочек или Butterfly Valley. Сейчас около 12 часов дня, очень жарко. Пока отдыхаем под деревом, но скоро будем смотреть эти прекрасные, невероятные виды на побережье и вид на долину Бабочек с высоты птичьего полета. Вау! Там такие виды! Место очень популярно у туристов. Смотрите, как много людей. На пути попадается много вот таких вот фургончиков, где продают местное турецкое блюдо кукарач. Позже мы обязательно его попробуем. Есть мороженое в жару. Не лучшее решение, все течет и капает. Очень вкусно. Ежевика и шоколад. Насладившись видами на долину, мы решили посетить пляж, известный как Paradise Beach. Для этого нужно ехать обратно в сторону Аль-Дениза на том же самом автобусе. Поездка недолгая, около 10 минут. Приехали на пляж Кедрак. Оказалось, что вход платный, 10 лир с человека. Впервые здесь, и впечатление очень позитивное, то есть это вот эти вот сосны, водная голубая гладь. Сейчас очень жарко, поэтому пока сидим в кафе, купили местное пиво Эфес Мальт и наслаждаемся отдыхом.
Качели с труднодоступной раскаткой. Вообще просто нереально. На взлет, поехали. Вот это волны сегодня! Для спокойного залива это что-то вообще нереально! Пляж Кедрак нам понравился. К сожалению или к счастью, нам не удалось в полной мере искупаться сегодня в море, так как очень большие волны. Но тем не менее мы насладились прекрасными видами. Здесь также много местечек для пикника, очень много столиков. Мне кажется, местным жителям очень повезло, то, что у них есть такое место. И все это в тени соснового леса. Очень приятная атмосфера. По утрам на пляже красуются пришвартованные корабли, которые заманивают прохожих отправиться с ними. Не удержались и мы. Gelmiş olduğumuz yerimizin adı sıcak su kaynakları. Burada 1 saat. Держим путь на долину бабочек. Свобода! И встречный ветер. Сегодня суббота, народа очень много. На все про все дается всего лишь 1 час. За это время, конечно же, ничего не успеть. Не искупаться, не пройти дальше к водопаду. Вход платный, кстати, здесь исследуется. Очень-очень мало времени. К сожалению, лучше, наверное, посещать долину бабочек как-то своим ходом, арендовать собственную лодку.
She anticipates no chance if you become prey. Two stars in the darkest night, her crystallized fascinate. Her movements, she feels your heartbeat, an animal fear. Her beauty is unreal. Just be feet out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, 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 fascinate. Haydi bakalım Miro. Hoppa. Crystallize, crystallize, watching her prey. Crystallize, 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 fascinate. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. İzmir'in dağlarında oturduk kaldık. Şehit olanları deftere yazın. Şehit olanları deftere yazın. Öksüz yavruları bağırıp bastık. Öksüz yavruları Альтернативой ночному Али-Денизу является город Фетхи. В поисках новых впечатлений едем в старую часть этого города. Чтобы водитель понял, куда нужно ехать, можно сказать Фетхи-Атагар, что в переводе означает автовокзал. Это центральная часть города, откуда пешком можно дойти до интересных мест. Решили сегодня прогуляться в вечернем Фетхе, посмотреть на людей, на вечерний город. Это самый большой город рядом с Али-Денизом. Здесь очень мало туристов, в основном это местные жители. Видели в интернете улочку с зонтиками и собираемся сейчас ее найти. Идем к ночному городу. Несколько раз уже пытались найти эту улочку, никак не получается. В этот раз последняя попытка. Burayla falan. Oğlum yapmayın ha adam. Buraya bak Arif.
Наконец-то мы нашли эту улочку. Вау. Размерчик то, что надо. Как все вкусно выглядит. Много таких вот по всей Турции, по всему Али-Денизу вагончиков. Что-то вроде нашей шаурмы. Внутри булочка. То есть это булочка, а внутри мяско. Пока удалось попробовать только булочку. Вкусно, сочно, но возможно не всем понравится, так как здесь все-таки говяжий потроха. Прогуливаясь по главной набережной, нужно быть осторожным, так как это место приземления парапланеристов. Ой, Настало время посетить еще одну интересную локацию. Это не самое популярное место среди обычных туристов, но очень ценится среди путешественников. Мы сегодня приехали в Кабак. Собираемся провести здесь целый день. Дорога была очень сложной. Скоро все расскажем. А вот и местный котик. Котик. Может быть, там котик все расскажет?
большая дорога к морю. В переводе с турецкого кабак означает тыкву или кабачок, возможно, намекая на свободу, природу и естественность этого места. Летом, когда пляжи и курортные поселки Фетхи и Алюдениза заполняют шумные толпы отдыхающих, маленький живописный пляж Кабак, спрятанный в удаленной бухте, остается почти нетронутым цивилизацией, сонным и ленивым. Это место обожают все путешественники с любовью к нетронутой природе. Невероятная голубая вода, покрытые соснами склоны гор, запах хвои и песни цикад. Здесь не покидает ощущение того, что время остановилось. Добраться до этого пляжа в этом году стало еще сложнее. Если раньше маршрутное такси останавливало практически у начала деревушки, и необходимо было только спуститься около 500 метров, то сейчас мы остановились в 2 километрах от пляжа. То есть, а это горы, серпантин. Пыльная дорога, было очень сложно идти. Назад, скорее всего, поедем уже на такси, так как подняться уже после дня, проведенного здесь, не будет сил. Спросили по стоимости, за эти 1,5-2 километра такси придется заплатить где-то около 500 рублей. Посмотрим, может быть, ближе к вечеру появятся еще какие-нибудь варианты. Может быть, будем тестировать автостоп в Турции. Позади пляжа можно увидеть вот такие вот деревянные домики, избушки на курьих ножках. Это домики для ценителей свободы и таких true путешественников, для которых важна атмосфера, ощущение нетронутой природы, ну и в какой-то степени комфорт. Выглядит очень прилично, очень красиво. Я бы сама не прочь пожить в таком домике одну ночь. На обратном пути, в начале сложного участка с подъемом на гору, остановилась попутка с предложением подвезти. Нам нужно было доехать до ближайшей автобусной остановки. Деньги за поездку водитель брать отказался. Выражаем респект, плюсуем к карме этих ребят. С появлением фуникулера стало очень удобно подниматься на гору, откуда совершают прыжки парапланеристы. Фуникулер находится примерно в 2 километрах от пляжа Алюдениз, и добраться до него можно просто пешком. А в этом году открылась канатная дорога на гору Бабадаг. Будет очень интересно прокатиться в кабинке и посмотреть на Алюдениз с высоты птичьего полета. Все, закрывайте. Дверь закрывается. Поднимаемся мы на высоту 1700 метров.
Пока еще не так страшно, но для меня волнительно. Но для тех, кто не боится высоты, наверное, это все-таки в удовольствие должно быть. А я все-таки боюсь. Несколько лет назад мы прыгали отсюда с параплана. Но сейчас, конечно, здесь вообще ничего не узнать. Раньше это был дикий лес. А сейчас уже оборудованная смотровая площадка. Не, ну может быть раньше тоже было оборудовано, мы ничего не помним, как Нет, это было. почему не помним? Мы помним, я помню, что мы ехали по лесу. По лесу. И дорога была очень крутая. Мы ехали в «Газели», было очень страшно. Мне всегда страшно. Вот с этой площадки взлетают парапланеристы. Вот сейчас как раз один полетит. Здесь можно просто сидеть и наблюдать за ними часами. Здесь также можно находиться вот в такой открытой кабинке, высота получается больше 1700 метров. Собственно говоря, с этого ракурса открываются и на долину Бабочек, и на Голубую лагуну, на 6 островов, на пляже Николаса. Вот на что приходится идти, когда потерял крышку от камеры. Сегодня мы поднялись на гору Бабадар, чтобы полюбоваться закатом и посмотреть на огни ночного города. Через пару минут начнется волшебство. Чтобы побывать на пляже Икстузу, отправляемся в Дальян. Самостоятельно добраться сложно, поэтому выбрали легкий путь, купили экскурсию. В программу экскурсии входила прогулка на лодке по реке с посещением термальных источников и черепашьего пляжа Истузу. Сначала едем в сторону озера Киджикис, рядом с которым находится природный спа-салон.
Термальные источники представляют собой бассейн с грязью. Два закрытых бассейна, похожие на юрты, с горячей термальной радоновой водой, и один открытый на свежем воздухе. Температура здесь 40 градусов. Очень приятно. Запах сыротворного. Моя очередь. Особого эффекта от грязи не заметили, но нам было очень весело. Проплывая по реке Дальян, можно увидеть ликийские гробницы, вырезанные в скалах 2000 летия назад. Подобраться по суше поближе и побывать внутри гробниц не получится. Наблюдать можно только с лодки. Сделали сейчас небольшую остановку. Смотрели на крабов. А некоторые заказали их себе на ужин и будут есть. На самом деле очень жалко. Кстати говоря, голубые крабы питаются в том числе маленькими черепашатами. И в месть за это взрослые черепахи поедают крабов. Побывать на этом пляже стоит обязательно. Здесь место, где река Дальян впадает в Средиземное море. Песчаная полоса в 5 километров, шириной около 200 метров. С одной стороны пляжа соленые воды моря, а с другой пресноводная река. Мелкий белый песочек, плавный заход в воду, а самое главное, это место облюбовали черепахи. Пляж Истузу так и называется – Черепаший берег. Кладку черепах здесь тщательно охраняют. С мая по октябрь некоторые участки пляжа огорожены. Завершая наше путешествие, хотелось бы поделиться впечатлениями о пляжах курорта Али-Дениз и выбрать лучший на наш взгляд. И третье место занимает пляж Бельдикис. Он находится в самой Голубой лагуне в поселке Али-Дениз и занимает третье место из-за того, что он переполнен людьми и уступает по красоте своим конкурентам. Второе место делит два пляжа. Это пляж Икстузу, который находится в поселке Дальян, и пляж Кабак. Они очень красивые, там очень мало людей, но они труднодоступны. Барабанная дробь. И первое место занимает пляж Кедрак. До него легко добраться, он не переполнен людьми, и отсюда открываются потрясающие виды.